И если бы вы могли смотреть с точки зрения человека, который думает, что Земля плоская, вы бы увидели это. Северный полюс прямо здесь, в центре, а континенты разбросаны по этой плоскости. А здесь, по краям, вы бы столкнулись со стеной льда высотой в 45 метров, охраняемой сотрудниками НАСА с оружием. И как далеко этот лед тянется наружу. А когда люди пытаются туда попасть, их возвращают под дулом пистолета и отправляют в тюрьму. Небеса — это купол, который дугообразно возвышается над плоской землей. Солнце, луна, звезды — это всего лишь маленькие светящиеся шары на небе, которые двигаются прямо над поверхностью Земли. Есть огромное количество людей, которые действительно верят в это. На страницах YouTube и Facebook вы увидите сотни тысяч подписчиков. Если посмотреть на динамику поисковых запросов в Google, плоская Земля, она выглядит так. Это стало невероятно популярным. И недавний опрос показал, что только 84% американцев согласны с утверждением, что они всегда считали Землю круглой. По данным Росстата, 3% уверены, что Земля плоская, а ученые намеренно вводят граждан в заблуждение. И около 4% затруднились ответить. Итого 7%. Ребят, 7%. А если вам от 18 до 24 лет, то в Америке это всего лишь 66%, что опасно близко к половине. Что здесь происходит? О чем говорят нам наши ежедневные наблюдения за миром? Земля является плоской, насколько мы это можем судить. Земля является неподвижной, и все в небе вращается вокруг нас. Если бы никто не утверждал нам обратного, мы бы логически пришли к выводу, что Земля плоская, неподвижная, и что все в небе вращается вокруг нас. Вы можете проверить это утверждение с помощью горизонта. При подъеме на высоту, независимо от того, находитесь вы на горе Эверест или запускаете шар с камерой, мы имеем много любительских запусков шаров с камерами. Горизонт всегда остается плоским во всех направлениях и поднимается до уровня глаз наблюдателя. Полностью плоский горизонт на уровне глаз. И это одно из доказательств. Нет, правда. Я хочу понять, как человек с думающим мозгом может это принять. Но чтобы понять современные убеждения и как мы пришли к тому, что у нас есть сейчас, Вот несколько экземпляров поновее. нужно вернуться назад во времени. Еще в Древнем Египте и Греции люди представляли себе Землю как плоский диск. Это было интуитивно понятно и соответствовало наблюдениям. Однако с развитием астрономии в Греции ученые, такие как Эратосфен, начали приходить к выводу, что Земля, скорее всего, сферическая. Но когда греческая цивилизация пала и Исламская империя взяла эстафету знаний, мусульманские ученые, такие как Аль-Бируни, продолжили изучение Земли. И хотя многие исламские ученые признавали форму Земли как шар, в религиозных текстах того времени все еще можно было найти толкования, которые указывают на плоскую Землю. А как же атеисты? Они-то с чего взяли, что после смерти мы попадем на край Земли? Широкое распространение атеизм начал набирать с эпохи Ренессанса. И на протяжении этих веков атеисты вроде бы как опирались на научные данные, отрицая религиозные верования. Но что же пошло не так? Где в этой истории началось современное убеждение в плоскую Землю? Если бы Земля была шаром, пусть даже огромным, то горизонт непременно был бы искривленным и визуально опускался при подъеме. Если вы внимательно посмотрите на материалы НАСА, то вы поймете, что все это обман. У вас даже нет настоящих фотографий нашей планеты. Если вы хотите прекратить разговоры о плоской Земле раз и навсегда, поверните телескоп Хаббл и покажите нам в реальном времени нашу Землю. Но они не хотят этого делать. Вращается ли Земля? Или она статичная? На самом деле, наши ученые, такие как шейх Ибн Баз и шейх Фаузан, считают, что Земля статична и не движется, и это соответствует священным текстам, а также соответствует разуму. В центре исламской веры находится Коран, священный текст, который является буквально божественной речью. Эта священная книга является заключительным посланием Бога для всех людей на земле, где дана полная инструкция для человека, как он появился на земле, зачем он здесь, что с ним будет после смерти. Так вот, некоторые аяты Корана могут быть интерпретированы так, будто Земля плоская. Но действительно ли это так? Земля не шар. Земля — это не шар.
Это не что иное, как плоский диск. В современном мире полно людей, которые трактуют Коран по своему мнению и пониманию, не опираясь на науку о правилах о трактовке Корана. Да, кстати, для этого есть отдельная наука. Нельзя просто брать и трактовать Коран, как тебе захочется. Эти люди утверждают, что этот аят указывает на то, что Земля плоская, а этот аят на то, что Солнце вращается вокруг Земли. Более того, они подкрепляют свое мнение старыми толкованиями, в которых встречается подобная интерпретация. Но кое-что они все-таки упускают из виду. В те времена не было спутников, космонавтов, фотографий. Они просто не обращают внимания на то, что тогда знания о Земле не были такими, как сейчас, и что некоторые исследования нельзя проводить с закрытыми глазами. Тем не менее, большинство современных мусульманских ученых и исламских обществ согласны, что Коран не утверждает плоскость Земли. اليوم الارض كرويه، الله يخليك ما حد يلعب هاللعب. يعني اي واحد يقول لي احتمال ما احتمال، اقول عقلك صغير باختصار، لان الادله متواتره عقلا وعلما على ان الارض كرويه. انتهينا من هذه المساله. فالارض كرويه قطعا، العلم ما في اي شك في هذه المساله. الان الشرع الآيات قد تفسر، الأرض فرشناها، الأرض بسطناها، الأرض دحاها، فممكن تفسر أنها مبسوطة، ممكن تفسر على أنها دحية مثل البيضة وأمثال هذا. لكن كيف نفسرها؟ يجب أن نفسرها، اسمعوا، يجب أن نفسرها بما يتوافق مع العلم القطعي، ما دام العلم قطعي. Наоборот, аят, который говорит о распростертости Земли, на самом деле указывает на ее огромные размеры и никак не говорит о ее форме. Слово «распростертый» не равно «плоский», а аят о том, что Солнце плывет, так это и есть то, что сейчас утверждают астрофизики. Они не говорят, что Солнце статично, как думают некоторые, не изучив эту тему. Солнце плывет. Они говорят, нет, Солнце не движется, а Земля движется. Это противоположно тому, что пришло в Коране. Астрофизики говорят, что Солнце плывет по своей орбите, а также крутится вокруг своей оси и, более того, крутится вокруг центра галактики. Оно не стоит на месте, загорая на космическом пляже. И Коран – это единственная религиозная книга среди всех существующих, в которой есть аят, который указывает на то, что Земля – это шар. Благородный Коран – это единственная книга из всех религиозных книг, в которой можно сказать, что Земля – это шар. И об этом говорил Ибн Хазм в разъяснении аята. Он обвивает ночью день и обвивает днем ночь. Слово «кауара» с арабского языка, если перевести дословно на русский, то будет не просто «обвивает», будет «обвивает» в шарообразной форме. Так почему же, несмотря на все это, среди мусульман все еще есть верящие в плоскую землю? Конечно, как и в любой религиозной группе, среди мусульман есть люди с различными взглядами. Некоторые действительно верят в плоскую землю, опираясь на свое понимание религиозных текстов. И даже более того, некоторые объявляют неверующими тех, кто скажет, что земля крутится вокруг Солнца. Но это далеко не мнение большинства. بالنسبة لأخينا محمد في سؤاله عن كروية الأرض نقول Что касается вопроса нашего брата Мухаммада про округлость Земли, мы скажем, лучше спрашивать то, что принесет тебе пользу. А так ученые как давние, так и современные на том, что Земля плоская. Уважаемые сторонники концепции плоской Земли, просьба, прекращайте. Начиная с 864 года, крупные исламские ученые, такие как имам Рази, Аль-Бируни, Ибн Хазм, Ибн Таймия, которые жили в разные времена, в разных местах, утверждали, что Земля шарообразная. Но получается, что среди ученых есть разногласия. Почему они не могут тогда следовать за мнением тех ученых, которые придерживаются теории плоской Земли? Возможно, они все еще ждут, когда кто-то упадет с края Земли. Но в современном мире уже давно установлена ее форма, есть фотографии из космоса, огромное количество доказательств с точки зрения физики, математики и других наук. Исламская традиция также гордится своим вкладом в астрономию, математику и географию. Все эти ученые доказали, что Земля имеет форму шара. Или нет? Что если наука
нас обманывает? Ты проверял то, что они говорят? Или ты просто веришь в науку? Посмотрите на все эти фотографии Земли, особенно на одну из них под названием Blue Marble. Увеличьте это изображение в фотошопе, и вы обнаружите, что они используют инструмент клонирования. Они просто берут участок с облаками и копируют его буквально в том же самом месте. Они вконец обленились. Атеизм. Для многих это взгляд, основанный на научных доказательствах и логике. Но как же это связано с концепцией плоской Земли? Сначала давайте определимся. Атеизм – это отрицание веры в Бога. И не более того. Это не обязательно научный взгляд или взгляд на форму Земли. Многие атеисты думают, что основывают свои убеждения на науке и рационализме, но сами не изучили даже и одной книжки по логике и не прочитали ни одной научной статьи. Наука доказала, что Земля имеет форму шара. Но что может знать наука по сравнению с человеком, который провел 5 минут в интернете? Для меня все началось с Марка Сарджента. Для меня это было второе видео, многие меня поймут, скандально известные подсказки плоской Земли. Я включил это видео, и первое, что я услышал, это краткая версия теории плоской Земли и других интересных тем. Стоит заметить, что не все атеисты автоматически следуют научному мировоззрению. Ну просто потому, что если ты атеист, это не означает, что ты не можешь верить в единорогов. Например, в Исландии, несмотря на высокий уровень атеизма, очень широко распространена вера в эльфов, живущих в пещере, в том числе среди атеистов. А среди плоскоземельщиков 17% абсолютно нерелигиозных людей. Конечно, среди атеистов, как и в любой другой группе людей, есть разнообразие взглядов, и среди них есть полно тех, кто верит в плоскую Землю, опираясь на свои индивидуальные убеждения. Откуда вы знаете, что она круглая? Потому что вы видели это. Вы не летали туда на машине Джетсонов из мультика? Ни у кого нет космического корабля. Вы 30 лет смотрели на это? Можете выбросить. Или сомнения в официальной научной версии. Недавно мы провели эксперимент на вращение Земли. Если Земля делает целый оборот каждые 24 часа, значит каждый час она должна поворачиваться на 15 градусов. И гироскоп, установленный в любой точке Земли, покажет отклонение. В современных навигационных системах 21 века используют так называемые кольцевые лазерные гироскопы. Они предельно точны. Если бы нам удалось раздобыть такой кольцевой лазерный гироскоп, мы бы раз и навсегда доказали, что никакого вращения Земли нет. Представляете, один из членов сообщества купил его за $20 тысяч. Тем не менее, я полагаю, что основная часть атеистической общественности придерживается научного мировоззрения, признающего сферическую форму Земли. Но, наверное, все они просто забыли проверить форму Земли своими собственными руками. Верно? Если Земля – это шар с длиной окружности 25 тысяч миль, то должна существовать кривизна горизонта 8 дюймов на милю в квадрате. 1 миля – 8 дюймов падения кривизны, 2 мили – 32 дюйма, 3 мили – 72 дюйма. И дальше по возрастающей. Это самый длинный мост в мире. Даньянь-Куншанский виадук. Его длина составляет 165 километров. И здесь должно быть более 2 километров кривизны. 2 километра кривизны. Вы это видите? Посмотрите на горизонт. Он плоский. Это Земля. Если вы скажете, что она вращается, и мы вылетим из аэропорта в Китай. Земля вращается. Хорошо, представим, что самолет остановился в небе. Придет ли тогда Китай? Да или нет? Хорошо, а если Земля будет вращаться так и самолет летит в ту же сторону? Он не сможет достичь Китая, потому что Китай крутится и ты крутишься. Так как же ты доберешься до Китая? Что объединяет и что разделяет науку и религии? На протяжении веков они шли рука об руку, но порой сталкивались, когда их выводы не совпадали. Вспомним Коперника, Галилео и Джордано Бруно. Их научные наблюдения были в конфликте с учениями церкви. Они утверждали, что Земля крутится вокруг Солнца, но не все ожидали, когда им будет выдан билет на эту карусель. А такие утверждения оказались радикальными
и полностью противоречили господствовавшей на тот момент геоцентрической системе. В 1616 году при папе Павле V католическая церковь официально запретила придерживаться и защищать теорию Коперника как гелиоцентрическую систему мира, поскольку такое истолкование противоречит христианскому писанию. Солнце является центром мироздания и, следовательно, неподвижно. Все считают, что это заявление нелепое и абсурдное с философской точки зрения и, кроме того, формально еретическое, так как выражение его во многом противоречит священному писанию, согласно буквальному смыслу слов, а также обычному толкованию и пониманию отцов церкви и учителей богословия. Предположение 2. Земля не есть центр мироздания, она не является неподвижной и движется как целостное тело, и к тому же совершает суточное обращение. Все считают, что это положение заслуживает такого же философского осуждения с точки зрения богословской истины, а оно, по крайней мере, ошибочно в вере. Так, инквизиция поместила исследование Коперника под цензуру. Галилео был под арестом до самой смерти, а Джордано Бруно сожгли на костре. Однако кто мы такие, чтобы судить? Возможно, у инквизиции просто был плохой день. Земля, в общем-то, и не плоская, и не шар, глобус тоже обманка, а такой геоид, то есть такой сложной формы, который вот поди еще и опиши. А когда мы выходим в пятимерное измерение, то она там плоская. Земля? Ну, мы знаем. Она вращается один раз. Так точно. Так что, когда вы вращаете, допустим, тесто для пиццы, оно шире по краям, ну, вы знаете. Так что форма Земли формируется путем вращения. Но это еще не все. Она немного шире ниже экватора, чем выше экватора. Немного пухлее? Это чем-то похоже на форму груши. Итак, грушевидность больше, чем высота горы Эверест над уровнем моря. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Нас немного обманули, если можно так выразиться. Земля представляется нам через призму науки. Так что же представляет собой наука? Кроме того, что ты читаешь книжку без картинок. Наука – это постоянный поиск знаний, основанный на экспериментах, доказательствах и логике. А это является неотъемлемой частью ислама. В мусульманском мире никогда не препятствовали научным исследованиям. Примерно 1100 лет назад наши ученые уже писали про шарообразную Землю, хотя в то время в обществе была распространена идея, что Земля плоская. Слава Богу, никто не додумался сжечь их на костре. Верования часто исходят из духовности, культуры, традиций и личного опыта. И многие люди ищут духовное утешение в своих верованиях. Но что происходит, когда наука и верования сталкиваются? Например, в вопросе плоской Земли. Если вы на самом деле ходили по Луне, положите руку на Библию и поклянитесь. Я не буду. Это не настоящая Библия. Для многих научные доказательства непреложны, а для других вера и убеждения могут быть сильнее. Но не ислам. Это религия, построенная на постоянном поиске знаний, принятии достоверных научных экспериментов, доказательствах и логике. Я 9-й мусульманин, побывавший в космосе. Как вы знаете, Международная космическая станция вращается в космосе очень быстро – 27 тысяч километров в час. Таким образом, Солнце восходит каждые 45 минут, и каждые 45 минут оно заходит. Там мы совершаем намазы, ориентируясь по тому месту, откуда взлетели. Я совершал намазы по казахстанскому времени. Поверьте мне, нет ни одного заключения в исламе, кроме как подкрепленного доказательствами. Но некоторые люди могут создавать ложное противоречие между исламом и наукой. Сначала они говорят, что в Коране сказано про плоскую землю, а потом могут спросить: ты за кем будешь следовать? За Кораном или астрономами? И представьте себе, когда вы услышите вживую или в соцсетях такое. У простого человека в голове происходит взрыв, когнитивный диссонанс. Конечно же, верующий всегда выберет Коран. Но как же круглая земля? Как же все современные исследования? Полеты в космос. Знайте, что проблема не в исламе. Проблема у плоскоземельщиков в голове. И они еще и вам хотят в голову поставить палатку и сделать барбекю. Они сами выдумывают противоречия между исламом и наукой. Например, я скажу вам,
В мире существует два вида читателей. Либо те, кто читает бумажные книги, либо те, кто читает электронные. Правильно? Нет, потому что я сам читаю и бумажные, и электронные. А значит, данное противоречие ложное, и между ними можно объединить. Проблема в том, что плоскоземельцы утверждают, что вера в плоскую землю – это из ислама, это из Корана. И, соответственно, все, кто отвергает это, отвергает ислам. И не все люди готовы принять такое. Кто-то может выйти из ислама по причине плоскоземельца. А что, из ислама можно выйти? Да, выйти из ислама человек может тремя способами. Словами, делами, убеждениями. Первое – словами. Например, плоскоземелец говорит: в Коране сказано, что земля плоская, а человек ему в ответ говорит: «Наузу биллах, тогда я не верю в Коран». И другие словесные издевательства над религией, даже в шутку. Второе – делами. Например, плоскоземелец говорит, что в Коране сказано, что земля плоская, а человек берет Коран, то есть книгу, и кидает в грязное место. Наузу биллах. И другие подобные действенные издевательства над религией. Третье – убеждениями. Например, плоскоземелец говорит, что в Коране сказано, что земля плоская, а человек думает про себя: «Наузу биллах, тогда я не верю в Коран». И другие убеждения, которые противоречат исламу. Так что, дорогие мусульмане, никогда не издевайтесь над своей религией. Даже в шутку. А что касается плоскоземельцев, вы лично можете верить, что земля плоская, в то, что земля управляется ящерами, перевертышами. Но не надо распространять в интернете на миллионы людей, что это из ислама. Я был пилотом самолета в течение 26 лет. Главный инструмент пилота – это искусственный горизонт, который всегда показывает плоскость. Из кабины пилота я могу видеть на сотни миль во всех направлениях. Это города, соединенные дорогами. И все это выглядит как одна большая плоская поверхность, насколько только способен видеть мой глаз. Если бы самолет летел над искривленной поверхностью, ему приходилось бы опускать нос самолета каждые 5 минут. Но они не делают этого. И это абсолютное доказательство того, что самолет летит над плоскостью. А теперь внимание, главный вопрос. Что это за общая черта, которая объединяет столь разные группы в единую веру в плоскую землю? Это конспирология и заговор. Все эти группы убеждены, что современная наука контролируется и нас обманывают. Нельзя доверять этим подкупным и проплаченным астрофизикам, географам и математикам. Может, даже я агент ЦРУ. Разве это не забавно, что все контролирующие земной шар организации имеют карту плоской земли в своих логотипах? Плоскоземельщики-мусульмане есть как среди традиционных ахлюсунна, так и среди сектантов. Как среди ранних ученых, так и среди современных. Как среди тех, кто трактует Коран по-своему, так и среди тех, кто верит, что наука нас обманывает. Так что мусульманская перспектива на этот вопрос гораздо сложнее и многограннее, чем может показаться на первый взгляд. У атеистов также десятки мнений, но все они отрицают общепринятую прогосударственную науку. В том-то и дело. Вот что ты сейчас сказал. Вот что ты сейчас сказал. Это реакция любого среднего человека. Потому что когда дело касается космоса, ты автоматически думаешь, что это уже кто-то выяснил. Ты даже не знаешь имя этого парня. И ты даже не знаешь название эксперимента. Тебе все это не интересно. Ты просто веришь в то, что тебе говорят. Какое расстояние от Земли до Солнца? Пожалуйста. 93 миллиона миль. Все уверены, что кто-то уже это выяснил и 100 раз перепроверил. Их главная лаборатория – это просто группа в Facebook, где они обсуждают современные открытия и пытаются изобрести свою науку. У нас запасной эксперимент. Если, глядя через два отверстия, вы видите фонарь на заднем плане на высоте 5 метров над водой, то Земля плоская. Ну а если фонарь приходится поднять до 7 метров, то Земля круглая. Так что я увижу его только на 5 метрах. Езжай туда, Энрике, будешь держать фонарь. Энрике, на какой высоте фонарь? 5 метров. То есть... Энрике, тебя не видно. Подними фонарь выше над головой. Интересно. Очень интересно.
Это интересно. А теперь внимание, ребят. Мы только что погрузились в сложный вопрос веры в плоскую землю. Мы проследили ее основные истоки и корни. Мы видели, как разные культурные и религиозные убеждения могут формировать наш взгляд на землю, как наука может сталкиваться с верой, и как социальные медиа усиливают или искажают эти взгляды. Мы поняли, что плоскоземельщики есть как среди мусульман, так и среди христиан, атеистов и всех остальных, несмотря на образование и возраст. Чуваки, выходите, вы посмотрите по сторонам. Вы что, на шаре живете, что ли? Вы живете на плоскости. У меня 4 детей, мои сыновья уже взрослые, они с матерью, моей бывшей женой. Думают, что я спятил, сошел с ума. Но если есть одно ключевое понимание, которое мы должны извлечь из этого, это то, что в мире, где информация находится на кончиках наших пальцев, наше критическое мышление стоит на вес золота. Мы живем в мире разнообразия мнений и верований. И самое важное – это не заблудиться во всех этих видео. А если среди нас есть братья-мусульмане, которые верят в плоскую землю, то они все равно наши братья. Аллах не будет спрашивать нас про плоскую землю. Он спросит нас про намаз. Поэтому не обращайте внимания на эти различия. Понимание, эмпатия и уважение – вот что действительно делает наш мир круглым. Например, Толстой. Он был плоскоземельщиком или нет? Я не знаю. Но я точно знаю, принял он ислам или нет. Ответ вы найдете здесь. Подпишись. Сейчас самое время.